Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня мы выпекаем безе в начинку тортов. Вот так оно выглядит в разрезе. Это мой торт Сникерс с тем безе, который мы будем сегодня выпекать. То есть очень часто у девочек не получается безе именно для начинки торта, который выпекается круглым коржом. Поэтому уже много лет я использую вот такой способ выпекания безе для начинки в виде вот таких вот палочек, которые каждый из них идеально пропеченные. Я точно знаю, что за 2 часа они у меня точно все пропекутся, что я никогда не буду иметь никаких проблем с начинкой с безейной, и что эта начинка будет очень красиво выглядеть в разрезе. Она не ломается при нарезании, как вот зачастую бывают вот эти круглые коржи. И никогда оно не получается не пропеченным. Что самое главное, я считаю, в безейной начинке, потому что всегда мы от безейных тортов ждем именно хрустящей такой очень приятной начинки. Итак, конечно же, мы будем выпекать еще, я буду выпекать на канале и круглые безейные коржи, но это уже в будущих видео. Сегодня мы рассматриваем именно незаменимый способ выпекания безе начиночного. Итак, что нам для этого понадобится? Естественно, белки куриных яиц, 100 грамм у меня здесь, это получается ровно на противень, очень удобно. И 200 грамм сахара. Посуда, которую мы будем взбивать, в которой мы будем все взбивать и использовать для данного рецепта, она вся должна быть обезжирена. Сахар ванильный мы вводим туда уже в нашу массу яичную, то есть ее нужно будет сначала сейчас прогревать на водяной бане. Сахар ванильный мы тоже включаем в вес. То есть вместе с ванильным сахаром у нас сейчас будет 200 грамм сахара. 200 грамм мы отвесили. И берем лимонную кислоту на кончике чайной ложки, не больше. То есть нам здесь этого хватит на данное количество сахара. Теперь весы нам больше не понадобятся. Мы берем венчик обычный и начинаем вот так вот все это сначала превращать в такую однородную массу. Когда вот они сейчас у нас немножко размешаются, белки с сахаром, мы начинаем нагревать воду. Воды у меня в ковшике буквально на дне, то есть дно миски не должно касаться воды. Паром должна прогреваться миска. Миска у меня очень удобная, то есть она идеально подходит для моего ковшика по размеру, и она с тонким дном. Потому что некоторые спрашивают, можно ли нагревать в диже миксером. Можно, конечно, но это будет очень долго. То есть дижу миксера поставить также на ковшик или на кастрюльку и прогревать. Я пробовала как-то несколько раз, но это в разы замедляет процесс, поэтому я вам советую найти какую-то миску, которое дно, естественно, будет гораздо тоньше, и прогревать именно в этой миске. Вот эту смесь сейчас, мы делаем сейчас с вами швейцарскую меренгу на правой бане. Мы ее нагреваем, я вот лично нагреваю ее всегда, во-первых, до растворения сахара и где-то до 50 градусов Цельсия. Больше я не нагреваю ее, не вижу смысла. Я градусником сейчас вам покажу, что и постоянно я помешиваю, чтобы сахар растворялся. Она увеличивается в объеме, то есть совсем маленькую мисочку брать не нужно. Нужно, чтобы так где-то нам мешать еще можно было это. То есть это занимает буквально пару минут. Сахар должен весь хорошо быть растворенным, иначе безе наши, если сахар не будет растворен, они покроются такими и некрасивыми, и тянущимися такими желтыми полосами. То есть это именно от нерастворенного сахара происходит. Сейчас я беру градусник, измеряю уже нашу температуру в меренге. Вот я уже вижу, у меня уже 47 градусов, то есть все, 50 градусов уже достигает меренга. Я ее снимаю с правой бани. Аккуратно здесь не обожгитесь, очень горячее все это. И чтобы ни капли воды у нас не попало в дижу миксера. И теперь начинаем взбивать. Взбиваем мы минут 10, это точно. Все это зависит от вашего миксера. То есть это
ну, не двухминутный процесс, скажем так. Лучше минут 15, наверное, где-то. Потому что все миксеры разные, и главное, что белки разные. И тут не угадаешь, как долго он будет взбиваться. Бывает прям быстро взбивается, а бывает гораздо медленнее. Поэтому смотрите, я вот сейчас буду 3 раза венчик останавливать миксер и 3 раза показывать именно клюв на венчике, да, из меренги. Потому что именно по клюву я всегда определяю. Сахар у нас весь растворился, то есть за сахар переживать не нужно. Сахар растворился еще на паровой бане. Процесс вот взбивания именно меренги сейчас очень важен, потому что и для меренги, которые мы украшаем торт, естественно, будут еще много видео по меренге именно для украшения. Но сегодня мы делаем именно начиночное, безе начиночную меренгу, которая, это просто катастрофа, она у очень многих девочек не получается, это начиночная меренга, поэтому я решила отснять именно целые видео по ней. То есть почему вот пустота, почему пузыри в меренге, я не договорила, то что именно от того, что мало взбиваем. Чем дольше взбивается вот так вот меренга, именно швейцарская меренга, тем лучше у нас будет результат. Вот я первый раз останавливаю миксер, то есть прошло уже у меня где-то минут 10. Я просто здесь вырезала кусок, потому что замучаетесь смотреть это. Видите, меня не устраивает такой клюв. Другие бы сказали, может быть, уже окей это. Нет, это еще не окей. То есть будем взбивать дальше. Мне нужна очень плотная меренга, которая потом будет давать очень приятный хруст в тортике. То есть вот такие пустоты образовываются, так же, как вот белковый крем, когда мы взбиваем, пустоты будут. И меренга, чем дольше мы ее взбиваем, вот такая вот и швейцарская, и французская, она все равно увеличивается в объеме. Если вы замечали, когда вот вы ее взбиваете, она заметно увеличивается в объеме. Даже вот когда мы уже вроде нам кажется, что она взбилась, если вы еще повзбиваете, она будет у вас еще пышнее. То есть перебить мы ее здесь не перебьем сейчас. То есть когда такой еще клюв, это еще до перебивания очень-очень долго. Конечно же, я делаю также и на французской меренге, вот начиночное безе. Где-то на французской, может быть, это и быстрее, но сегодня это тоже меня не устраивает. Уже почти, но еще надо довзбивать. И французская все равно как-то мне вот не нравится, она какая-то уж слишком пушистая получается у меня лично всегда. Это французская меренга, именно начиночная безе. И я люблю все-таки поплотнее, потому что все равно в торте меренга, она слегка отсыревает, какая бы начинка ни была. Поэтому все-таки швейцарская меренга здесь, как вот мы готовим на паровой бане, она самая идеальная, я считаю, для начинки. Вот сейчас меня она устраивает. Вот смотрите, видите, она уже держит пики. То есть вот такой консистенции должна она получиться. Я не знаю, сколько по времени, но минут 15 точно. Насадка у меня 1М. Наверное, у всех она есть. И я отсаживаю просто вот такие вот палочки. То есть эти палочки, они могут быть и дугообразные слегка, потому что торт у нас будет круглый. И эти дуги, они нам будут в помощь потом, когда мы будем собирать наш тортик. То есть вот именно ровно на противень у меня сейчас уйдет вот этого количества меренги. При температуре 85 градусов вверх-вниз без конвекции я выпекаю ровно 2 часа. Ставлю в духовку и выпекаю 2 часа. 85 градусов вверх-вниз. Прошло у меня 2 часа, я достала мой противень, безе у меня совершенно сухие, приготовились. Я очень ими довольна, то есть сейчас я вам покажу, как они разламываются. И смотрите, ни пустот, ни пузырей, то есть они идеально все хрустят, у них нет ни подгорания, ни желтых мест. То есть они идеально все белые, эти безе. Видите? Все разламываются. И потом даже вот эти вот, то, что я сейчас надламываю, какие-то палочки, беру даже вот такое большое
безе, и все равно оно, видите, оно супер пропеченное. Даже вот такие маленькие палочки, они потом в торте в круглом нам все пригодятся. Потому что вот именно вот эти круги делать. Я вот сейчас в следующем фрагменте я вставила живой звук, как я вот, чтобы вам показать, как оно хрустит, это безе. Здесь показываю в реальном времени, то есть хруст, слышите? То есть каждая палочка у нас идеально пропеченная. Посмотрите. Надеюсь, видно вам. Без пустот. Сейчас я убираю все это, естественно, в пластиковый контейнер. Герметично закрываю это крышкой. Оно может храниться у нас даже и пару недель вот таким образом. Ничего с ним не произойдет. И потом будем собирать с ним торт. Надеюсь, данное видео было для вас полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.